Ранним утром на берегу небольшого поселка в Приморском крае стояла тишина, нарушаемая лишь плеском волн и криками чаек. Местные рыбаки, привыкшие к неожиданностям моря, знали, здесь можно вытащить все, от крошечных камбал до гигантских палтусов. Но в тот день улов был таким, о котором будут говорить еще долго. Туман стелился над водой, скрывая линии горизонта, когда лодка двух братьев-рыбаков медленно возвращалась к причалу. Они уже собирались снять последние сети, как вдруг почувствовали сильный рваный рывок. Веревки натянуло так, что дерево на борту заскрипело. Казалось, сеть зацепилась за что-то массивное на дне. Но когда они начали подтягивать ее, поняли — там что-то живое. Секунда за секундой, метр за метром они вытягивали тяжелую добычу. Вода вокруг вспенилась, и на поверхность показалась темная блестящая спина. Рыба была огромной, не меньше 2 метров в длину. Ее серебристо-серые бока переливались в утреннем свете, а мощный хвост еще пытался вырваться из сети. Это был настоящий морской гигант. Выгрузить ее на борт оказалось непросто. Один из рыбаков оступился, едва не свалившись за борт, но удержался. Лодка опасно накренилась, когда они перетащили тушу внутрь. Вес рыбы был настолько велик, что даже вдвоем они с трудом справились. По словам очевидцев, это могла быть крупная особь белуги или осетра, которые еще встречаются в дальневосточных водах, хотя такие размеры — редкость. Рыба перестала сопротивляться, но глаза ее были широко открыты, а жабры еще подрагивали. Братья переглянулись. С таким уловом можно было бы продать мясо на десятки тысяч рублей, но что-то в ее внешнем виде вызывало тревогу. Чешуя на брюхе была неестественно потемневшей, местами покрытой странными пятнами, а на плавниках виднелись глубокие порезы, будто кто-то или что-то нападала на нее в глубине. Когда они причалили, на пирс сбежался почти весь поселок. Люди фотографировали, обсуждали. Некоторые говорили, что это, возможно, трофей века. Другие же шептались, что такую рыбу есть опасно есть. Мол, в последнее время в заливе замечали выбросы с одного из старых военных объектов, и вода могла быть загрязнена. Однако главный шок ждал всех позже, когда рыбаки решили разделать тушу прямо на берегу. Первый надрез по брюху прошел легко, но уже через несколько секунд в воздух поднялся резкий неприятный запах, от которого несколько человек инстинктивно отступили назад. И тут один из рыбаков побледнел. Внутри, среди обычных внутренних органов, виднелось то, что точно не должно находиться в теле морской рыбы. Это было темное, блестящее металлическое изделие. А потом кто-то заметил, что оно слегка двигается. Толпа на берегу замерла. Никто не понимал, что именно они видят. Рыбак, державший нож, на секунду растерялся, но затем осторожно раздвинул ткани. Под тусклым утренним светом показался кусок металла, вросший в плоть. Он был овальной формы, гладкий, с едва заметными царапинами, будто его когда-то бросили в воду, и он пролежал там долгие годы. Но самое странное, он чуть вибрировал, издавая едва уловимый глухой звук. Кто-то из местных сказал, что это может быть обломок подводного оборудования, застрявший в теле рыбы. Но откуда такое движение? Другие шептались, что это похоже на маячок или какой-то контейнер. Пожилой рыбак, переживший еще довоенные времена, тихо заметил, что такие устройства использовались на военных подлодках для отслеживания объектов. Рыбаки решили извлечь находку. Когда металл полностью появился из разреза, стало ясно, что это не просто кусок железа. Он был покрыт тонкой сетью проводов, а на боковой стороне виднелись символы и цифры, написанные на английском языке. Кто-то в толпе ахнул, значит, это явно не местного происхождения. В этот момент запах усилился, и всем стало трудно дышать. Один мужчина прикрыл нос платком и сказал, что этот металлический предмет пахнет химикатами или топливом. Появилась версия, что это фрагмент американской военной техники, возможно, затонувший много лет назад. Но тогда возник вопрос, как он оказался внутри живой рыбы?
Старик-рыбак вспомнил, что несколько недель назад в бухте видели мертвых чаек и тюленей. Местные связывали это с недавними учениями иностранного флота неподалеку. А если этот предмет радиоактивен, толпа начала отступать. Женщины увели детей подальше. Рыбаки остались возле туши, переглядываясь. Один из них предложил выбросить все обратно в море, другой — отнести находку в администрацию. Но тут в разговор вмешался мужчина в камуфляже, которого никто не видел в поселке раньше. Он спокойно подошел, достал телефон и сделал несколько снимков. Потом, не поднимая голоса, сказал, что им лучше отдать этот предмет ему, потому что такие вещи нельзя хранить дома. Люди молчали. Было ощущение, что он говорит не просьбой, а приказом. Рыбаки неохотно согласились, но перед тем, как передать находку, один из них заметил. На обратной стороне металлического корпуса есть крошечный лючок, будто его можно открыть. Мужчина в камуфляже резко потянулся к рыбе, но тот же рыбак, движимый любопытством, опередил его и поддел крышку ногтем, щелкнул замок. Внутри лежал маленький прозрачный контейнер с мутной жидкостью, а в ней нечто похожее на высохший фрагмент ткани. И тогда из толпы раздался испуганный крик: «Это человеческая кожа!» После этих слов на берегу повисла мертвая тишина. Даже чайки замолчали, будто почуяли, что происходит что-то неладное. Рыбаки, стоявшие ближе всех, инстинктивно отступили, а мужчина в камуфляже неожиданно потянулся к контейнеру и быстрым движением спрятал его в нагрудный карман. Один из рыбаков попытался возразить, но незнакомец лишь коротко бросил: «Этого вы не видели». Этого спорить не хотелось. Однако молчание продлилось недолго. В толпе оказался молодой парень с телефоном, которому удалось снять момент, когда крышка была открыта. Он шепотом сказал соседу, что отправит видео брату в город. Тем временем незнакомец достал из рюкзака черный пакет и положил туда металлический корпус. Рыбу он велел сжечь на берегу, мотивируя это тем, что мясо опасно. Пахнуло теперь уже не только металлом и химикатами, но и чем-то гниющим, словно из глубины разреза исходил собственный смрад. Несколько мужчин, не доверяя его словам, решили осмотреть тушу дальше. И вот тут началось самое странное. Внутри брюшной полости они нашли еще один посторонний предмет, длинный, плотный, похожий на капроновый мешок. Когда его потянули наружу, оказалось, что внутри что-то тяжелое. Развязав веревку, рыбаки увидели старую, потемневшую от воды ткань, а в ней ржавый пистолет времен Второй мировой. Все переглянулись. Получалось, что рыба не просто случайно проглотила какой-то мусор. Внутри нее было целое собрание странных вещей. Пистолет явно пролежал в воде десятки лет, но кто и зачем мог поместить его в тело живого существа? Мужчина в камуфляже нахмурился, а затем выхватил пистолет и положил его в тот же черный пакет. Он все делал так, будто действует по инструкции. Когда его спросили, кто он и откуда, он спокойно ответил, что работает на государство. Толпа начала роптать, но он холодно предложил всем разойтись. Однако любопытство пересилило. Несколько рыбаков решили проследить за ним. Мужчина направился в сторону старого пирса, на котором давно не использовалась лодка. Там стояла неприметная серо-зеленая лодка с мотором. Он сел в нее, завел двигатель и ушел в сторону открытого моря, не оглядываясь. Тем временем на берегу оставшиеся рыбаки спорили, что делать. Один из стариков сказал, что это может быть связано с затонувшим военным кораблем, о котором давно ходили слухи. Другой вспомнил, что в этих водах иногда находят вещи, выбрасываемые течением из старых подводных объектов. Но все изменилось вечером того же дня. Молодой парень, тот самый, что снял видео на телефон, получил анонимное сообщение: «Удалите все, что вы сняли сегодня, иначе пожалеете». Он хотел отправить видео в соцсети, но экран смартфона мигнул, и запись исчезла сама собой. А через минуту на пирсе нашли оставленный кем-то контейнер, точно такой же, как тот, что был внутри рыбы. Найденный вечером контейнер был чуть меньше того, что достали из рыбы. Он выглядел новым, без следов ржавчины или морской соли.
будто его оставили совсем недавно. Крышка была закрыта на маленький металлический замок, но корпус оказался из прозрачного плотного пластика. Внутри можно было разглядеть содержимое. Первое, что бросилось в глаза — небольшой сверток из плотного черного материала, пропитанного какой-то жидкостью. Вокруг него плавало несколько кусочков бумаги или ткани с выцветшими надписями. Но самое тревожное — сверток слегка пульсировал, как будто внутри что-то двигалось. Молодой рыбак, тот самый, что лишился видео на телефоне, попытался открыть замок ножом, но металл был слишком прочным. Тогда он предложил принести болгарку из своей мастерской. Несколько мужчин поддержали идею, но пожилой рыбак, сидевший на пирсе, резко вмешался и сказал, что трогать это опасно. Он рассказал, что еще в 80-х слышал истории о том, как из военных районов моря выбрасывали контейнеры с биологическими образцами. По его словам, эти находки лучше не открывать, чтобы не навлечь беду. Но любопытство оказалось сильнее страха. Болгарку принесли, и когда искры посрезали замок, запах ударил в нос так резко, что двое отошли, зажимая лица. Внутри свертка оказалась плотная ткань, в которую был завернут небольшой стеклянный цилиндр. В нем мутная жидкость с чем-то неразборчивым, плавающим внутри. Пока все вглядывались, пытаясь понять, что это, парень с острым зрением вдруг сказал, что видит внутри крошечные косточки, будто это скелет маленького животного или даже младенца. Это вызвало настоящий шок. Женщины в толпе в ужасе закрыли глаза, а мужчины переглянулись. Теперь уже никто не сомневался, что история с рыбой и контейнером гораздо серьезнее, чем казалось утром. Неожиданно из-за поворота бухты показалась та самая серо-зеленая лодка, на которой уехал мужчина в камуфляже. Но теперь он был не один. За ним следовала черная моторная яхта, явно не местная. Лодка причалила к пирсу, и незнакомец с быстрым шагом пошел к толпе. Его глаза метнулись к открытому контейнеру, и лицо напряглось. Он сказал тихо, но так, что все услышали: «Вы понятия не имеете, с чем связались. Если эта вещь попадет не в те руки, последствия будут для всего побережья». Кто-то в толпе крикнул, чтобы он объяснил, что именно это такое. Незнакомец сделал шаг вперед, но прежде чем он успел что-то сказать, из черной яхты вышли двое в черных костюмах, подошли и вежливо, но твердо взяли его под руки. Один из них повернулся к людям и сказал, что все найденные сегодня предметы будут изъяты, а подробности не для широкой огласки. Но когда они забирали контейнер, молодой рыбак заметил: внутри мутной жидкости что-то пошевелилось, и самое тревожное — это движение стало сильнее, как будто оно реагировало на приближение людей. Толпа застыла, наблюдая, как двое в черных костюмах уносят контейнер к яхте, но молодой рыбак не сводил глаз с мутной жидкости внутри. Там, в глубине, тень будто расправила нечто похожее на крошечные конечности. Он почувствовал холодок по спине. Неожиданно яхта завела мотор, и звук заглушил все вокруг. Мужчина, в камуфляже которого держали за руки, вырвался и крикнул: «Вы не понимаете, оно выжило, оно пережило десятки лет под водой!» Его голос сорвался, но никто из людей в черных на это не отреагировал. Пожилой рыбак схватил молодого за плечо и шепотом сказал, что знает место, откуда, скорее всего, пришли эти находки. По его словам, в 60-х в этих водах затонула научная баржа, на которой перевозили не только оборудование, но и образцы живых организмов, собранных на секретных объектах. Большинство считали эту историю легендой, но старик клялся, что слышал ее от очевидца. Яхта уже отходила от пирса, когда на поверхности воды прямо рядом с причалом что-то всплыло. Сначала все подумали, что это просто морская трава, но затем из воды показалась черная блестящая масса, и на ней точно такая же металлическая крышка, как у контейнера. Люди в ужасе отступили, понимая, что это не единичная находка. Молодой рыбак вместо того, чтобы бежать, достал телефон и начал снимать. Он увеличил изображение и замер. В толще воды под этой черной массой что-то двигалось, и движение было слишком целенаправленным, слишком живым.
В этот момент мотор яхты заглох, и на пирсе повисла тишина. Из воды донесся странный низкий звук, больше похожий на вибрацию, чем на крик. Мужчина в камуфляже побледнел, и впервые за день в его голосе проскользнула паника. «Если оно выберется, это будет уже не наша проблема, а всех», — произнес он. Никто так и не узнал, что стало с тем контейнером, который увезли. Но с того дня рыбаки заметили, что в бухте стало меньше рыбы, а по ночам над водой иногда появлялось тусклое свечение. Местные старались не подходить к берегу, а те, кто все-таки отправлялся в море, возвращались раньше времени, жалуясь на странные звуки из глубины. Эта история так и осталась без официальных комментариев. Но слухи ходят до сих пор, и каждый, кто слышит их впервые, задает один и тот же вопрос. А что, если следующая рыба, попавшаяся в сети, будет не просто рыбой? Если вам интересны такие истории, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые расследования и правдивые рассказы о самых странных находках, которые когда-либо доставали из глубин. Через несколько дней после этого события бухта снова стала местом коротких очерков тревоги и взаимных упреков. Жители говорили друг другу: «Не стоит поднимать волну», и все же пытались понять, какая связь между трофеем и шумами из глубины. Вечерами над водой появлялся слабый, почти неземной блеск, как будто ткань моря начинала светиться изнутри. Рыбаки называли это «тень глубин», явление, которое невозможно было объяснить по школьным лекциям и которое повторялось каждую ночь. Море, казалось, помнило каждую деталь прошлого и сейчас запоминало что-то новое. Разрослись версии. От легенд о лабораторной барже 60-х до современного следственного проекта, который кто-то пытался скрыть от общественности. Молодой рыбак, снимавший первый эпизод на телефон, стал для деревни тем, кто сохраняет запись, несмотря на попытки модераторов и анонимных сообщений удалить ее. Но каждый раз, когда он просматривал свое видео, он видел не просто рыбалку, а нечто большее, мелькновение маленьких теней внутри мутной жидкости, движение которых было практически сознательным. Однажды вечером неподалеку от пирса появился старый корреспондент городской газеты, который, по слухам, собирал истории о секретных проектах и исчезнувших кораблях. Он слушал рассказ старшего рыбака о том, как в 60-е годы в этом районе исчезла баржа с неконвенционными грузами, образцами живых организмов, биологических материалов и оборудования. Этот человек, казалось, искал ключ к разгадке. Он не стал сразу публиковать материал. Сначала хотел проверить источники, сравнить архивы бухты и старые дневники с современными свидетельствами. В его заметках постепенно складывался образ. Может быть, цепочка находок не случайность, а часть долгого проекта, который пытается держать берег в неизвестности. Тем временем старый камуфляжник, который появлялся в первый день, вернулся на пирс уже не в роли проводника, а как участник с другой стороны конфликта. Он подтвердил, что речь идет не просто об артефакте, а о цепи событий, которая связана с неким государственным интересом и наблюдением за глубинами. Но он же добавил: здесь, у побережья, границы между секретом и безопасностью размыты. Его слова напоминали людям о том, что в любой момент можно оказаться в эпицентре гораздо большее, чем просто рыбалка. Среди жителей начали ходить слухи о загадочных световых сигналах у самого дна бухты. Ночные светлячки над водой иногда складывались в буквы, похожие на зашифрованные послания. Некоторые говорили: «Море передает нам что-то важное, но мы не понимаем языка глубин». В разговорах снова всплывала легенда старого рыбака, который говорил, что море помнит не только людей, но и события, и что каждый новый улов может нести ответ на давние вопросы. Он говорил детям: «Уважайте море и не пытайтесь хитрить с тем, что внутри него живет. Оно может вернуть вам все обратно в один миг». Какую бы версию ни поддерживали жители, факт остается фактом. Бухта стала местом, где прошлое не отпускает, а настоящее возвращается с новыми деталями.
Непримиримый шторм информационной эпохи не раз ударял по берегу, видео исчезало, контакты со стороны власти становились молчаливыми, а новые факты всплывали из воды, как ископаемые находки. Но как бы ни было, люди продолжают слушать море. Они продолжают прислушиваться к шепоту волн и к тому загадочному звуку, который иногда раздается из глубины, будто океан сам пытается сказать «берег». Мы знаем ответ, но он не так прост, как кажется на первый взгляд. Если вам интересны такие истории, следите за нашими выпусками. Мы будем продолжать расследовать и делиться новыми рассказами о самых странных находках, которые когда-либо доставали из глубин, потому что море говорит, и мы обязаны его слушать.